Кому ты очень нужен? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. У кого-то из вас сейчас очень остро стоит вопрос финансов, возможно, работы, может быть, покупки, либо продажи квартиры, дома, дачи, может быть, машина у кого-то, то есть что-то материальное. Сказать, что вы, допустим, бедствуете без денег, я не могу точно, но есть среди вас все-таки, и поскольку это общий расклад, есть те просто, которые немного зарабатывают. Может быть, это минималка, может быть, это такая сумма, которой вам, в общем-то, ну, не очень хватает. Так, живете от зарплаты до зарплаты. Хотя и есть среди вас, вот то, что я вижу, довольно обеспеченные люди. Тоже есть такие среди вас. И, в общем-то, вот деньги как-то, они у вас вроде бы есть, но особо они вас уже не радуют. Потому что есть энергия одиночества, есть энергии, когда хочется кому-то отдавать что-то, отдавать эти деньги, эти подарки, а особо некому. Ну, может быть, там на какие-то праздники, может быть, детям кто-то, внукам помогает. Но вот сказать, чтобы вот лично на себя вам хотелось так прям тратиться, нет. Вы такой человек, который любит отдавать. Да, заработать вы заработали. А вот отдавать лишь бы кому вы не будете, а такого вот человечка рядом я не вижу. Я не вижу рядом любимой женщины, я не вижу того, что где-то там вот на горизонте вы видите такую женщину, потому что относитесь очень так скрупулезно к выбору женщин, очень осознанно, очень обдуманно и... Здесь есть даже пунктик по поводу вот денег как раз. Вот очень боитесь, ну, опасаетесь, да, мужчины не любят слово «бояться». Опасаетесь, чтобы не попалась опять-таки дама, которая пойдет только вот за ваши деньги, за машины, квартиры и так далее. Поэтому у вас довольно такой серьезный подход к выбору женщин. Всегда как-то вот ставите перед собой цели, но потом очень хорошо взвешиваете, вот рационально обдумываете, насколько это реальная цель, что для этого нужно сделать. То есть такие структурированные планы, да, вот как-то потихонечку вы идете к своей цели. И есть среди вас те, у кого не одна эта цель, ну, мечта можно назвать, да, и вы идете к этой мечте не огромными шагами, потому что порой вам тяжело, порой бывает нелегко, но вы не сдаетесь, вы все равно идете к тому, что вы задумали. Вы человек очень щедрый, вы человек, который всегда поделится. Вы абсолютно не скупердяй, вы делитесь и со своими, и с чужими, да, ну то есть если где-то нищие там на улице, либо же там, я не знаю, вот бывает по домам, там по квартирам ходят, знаете, вот там бедная какая-то мама с детьми, ну нищие тоже. Кто-то, может быть, донаты кидает на какие-то там, я не знаю, как они называются, господи, интернатные какие-то учреждения, да, там для сирот и так далее, какие-то фонды, может быть, вы поддерживаете. Ну, то есть какой-то копеечкой где-то вы всегда поможете. Очень такой вы сердобольный человечек. Что еще мне о вас расскажут? Одинокий. Вот одинокий в душе вы очень человек. И закрываетесь. Видите, у нас закрытая... О, это я... Закрытая карта у нас выпала. Много среди вас одиноких людей. И не обязательно, что вы вот живете именно один, да, поскольку это общий расклад. Вы можете жить с женщиной, но одиночество вдвоем – это то, что самое страшное. Давайте-ка сделаем маленький опрос как раз. Вот вы себя чувствуете на сегодняшний день, вот на данном этапе одиноким человеком. И еще раз говорю, к статусу мы не привязываемся. Есть у вас женщина, нет. Вот как вы себя чувствуете, одиноким, либо же нет. Потому что есть одиночество в толпе,
есть одиночество вдвоем, то есть вот оно почему-то вас сопровождает. И у вас еще может у кого-то проиграться, вот как будто бич такой, особенно у тех, у кого есть, ну, довольно неплохие деньги, да, и там накопления, либо вы зарабатываете неплохо. Вот многие по жизни пытаются вас как-то вот использовать. Вы это знаете, вы это понимаете, и вас это очень сильно огорчает. Сам по себе вы человек, опять-таки король жезлов у нас очень часто выпадает с сигнификацией. Вот почему-то всегда, я не знаю, идет информация, что вы у меня, ребята, горячие, страстные, активные. Вот только активничать не для кого, к сожалению. Ну, давайте-ка посмотрим все-таки, кому же вы очень нужны. Давайте будем утешаться. Может быть, для кого-то это станет утешением. Есть женщина, довольно сильная. Она такая приблизительно, ну, она не молодая. Она, ну, плюс-минус, может быть, до 45, среднего возраста. Это не девчонка 20-летняя. Женщина, в общем-то, которая сама себя сделала. Женщина, которая не нуждается, в общем-то, и в мужчинах, и в мужской поддержке. Но, как говорится, ничего человеческое ей не чуждо. Конечно, ей хотелось бы просто рядом вот иметь любимого человека. И поскольку вот этим человеком она мечтает видеть вас, причем она мечтает о серьезных отношениях с вами. Были моменты, когда она каким-то образом, может быть, даже вам намекала. Она могла, ну, то ли флиртовать, то ли как-то в гости зазывать, может быть, под разными предлогами, помочь, отвезти, ну, все что угодно. Но не все из вас повелись. Вот есть, то, что я вижу, есть среди вас те, кто все-таки клюнул на эту ее удочку, но почему-то вы пока ее воспринимаете как, ну, может быть, хорошую такую друга-приятеля, как хорошую знакомую, да, вот пока на сегодняшний день вы ее не рассматриваете как даму сердца. Это женщина, которая, в общем-то, она может стать вашей музой. Она этого очень хочет. Есть среди вас те, которые сейчас, ну, в таком, в грустном настроении находятся, да, опять же, может быть, у кого-то просто еще не отболело, у кого-то, может быть, просто какие-то свои бытовые проблемы, и вам сейчас не до личных отношений. Эта женщина, вот она как будто заняла выжидательную позицию. Вот да, она хочет быть с вами, вы ей очень нужны, она мечтает о вас. Но она видит ваш настрой, она видит, что вы пока не активничаете, ничего такого не делаете, и все-таки, как многие женщины, ей бы хотелось ответную реакцию какую-то от вас получить. Вот хотя бы какой-то звоночек, хоть какой-то знак от вас получить, что вот она вам тоже интересна. Для женщин это тоже очень важно, ребят, когда вы хоть как-то, хоть проявитесь, да, вот хотя бы тот же там, я не знаю, телефончик возьмете, там в кафе пригласите, хотя бы что-то элементарное. Ей нужна какая-то зацепка. Вот если она увидит с вашей стороны какую-то зацепку, я думаю, она будет сама дальше действовать. У кого-то, ребят, может проиграться, что эта женщина живет не в вашем городе. Опять же, здесь интернет может проиграться, переписки. Либо в другом городе она, либо же даже в другой стране. Женщина интересная. Вот она интересная. Она не просто вот красавица, да. Есть в ней что-то такое манящее. Есть в ней какая-то мудрость даже. Вот это чувствуется в разговоре даже с ней. Эта женщина хорошо воспитана, она из хорошей семьи. В принципе, там неплохой достаток, как минимум там средний, а то и выше достаток. То есть она из нормальной такой не бедной семьи произошла. Пусть вас это абсолютно не пугает. Она не ищет мужчину, который был бы там ей папиком и спонсором. Нет. Как я уже сказала, в общем-то, она сама себе хозяйка, она может себе много чего позволить, поэтому ей не нужен никакой спонсор. Вот вы ей понравились, вы импонируете как мужчина, поэтому это ее такая большая-большая мечта быть с вами.
Что еще мне об этой ситуации поведают? У нее очень классная интуиция. Возможно, даже она обладает какими-то такими магическими способностями. Вот есть какая-то харизма, как называют, да? Что-то такое в ней есть, ну реально колдовское. Вот, ну скорее это как фея, да? Это не какая-то злая колдунья, а вот фея, такая добрая фея и особая такая энергетика. Она очень добрая, это заботливая женщина, чистая, искренняя. Она очень такая, знаете, еще переживательная. Почему она не активничает еще по поводу вас, хотя очень мечтает о вас, вы ей нужны? Боится, вот боится, чтобы нигде ничего лишнего не сказать, да. Она очень осторожна, даже если общается, но это могут быть, да, тонкие какие-то, может быть, намеки, тонкий такой небольшой флирт, но это не та наглость, которой многие женщины увлекаются, да. Она не будет бегать, она не будет вешаться ни на кого там на шею. Может проиграться даже, что она водного знака зодиака. А водные знаки зодиака это очень домашние такие, это очень такие хозяйственные, суперские женщины. Я сама водный знак зодиака, поэтому я знаю, что я говорю. Такие женщины, они классные хозяйки, они домашние, в том плане, что вот они не гуляют, они не увлекаются там какими-то вредными привычками, у них нет каких-то зависимостей. Вот они все в дом. Такие женщины хорошие мамы, жены. Такие женщины очень такие заботливые, теплые, с ними всегда интересно. Идет какая-то особая энергетика от таких женщин, которым хочется, вот знаете, как к солнышку прижаться и погреться, особенно тем, кому не хватает нежности, тепла, заботы. Поэтому вот именно по таким вот человеческим качествам она потрясающая, но она, вот я думаю, так же, как и вы, она не терпит вранья. Вот в своей жизни она просто отсекает людей, поскольку у нее еще и интуиция классная. Она никогда не будет с человеком, который хоть раз ее как-то обманул, где-то там слицемерил. Она отсекает такого сразу же. Вот вранье, измена, предательство – это для нее не то, что табу, а просто супер табу, как угодно называйте. Еще что? Ну, у вас падает семейная карта, ребят. Ну, что я могу сказать? Я могу только за вас порадоваться. В общем-то, смотрите, на сегодняшний день, да, вы нужны этой женщине, просто не все вы ее замечаете, вот в своем окружении. Опять же, смотрите, у кого срезонирует этот расклад, у кого нет, смотрите под себя, да, потому что кто-то из вас мне еще напишет, вот я живу где-то в лесу в избушке, да, грубо говоря. Какая женщина? Понятно, значит, тогда это не ваш расклад. Но вот на перспективу я просто говорю вам, что с этой женщиной у вас могут сложиться не просто отношения, а семейные отношения, причем очень гармоничные и теплые. Это будет не сразу, это не будут отношения, которые мгновенно развиваются. Это будут отношения осознанные. Вы уже как два взрослых, умных человека, у которых за спиной у каждого есть свой негативный опыт. Будете уже серьезно, рассудительно подходить ко всем своим таким важным решениям. А по поводу отношений, по поводу брака, тем более. Поэтому, смотрите, все приведет к семье, и неважно, это официальный брак, кто-то захочет пожить вместе, это личное дело каждого. Но то, что это ваш человек, это однозначно. Хоть сейчас вы можете на нее не обращать внимания, сейчас вы можете как-то общаться, но скорее по-дружески. Еще забыла сказать, что она скорее такая светловолосая. Это тоже, может быть, кому-то поможет, маленький такой опознавательный знак. Она добрая, она кроткая, она теплая. Вот этим, наверное, словом теплая, это, наверное, самое такое лучшее описание. Я думаю, вы встречали таких людей в своей жизни, когда вот реально хочется
как можно дольше общаться с таким человеком, потому что идет, ну, какая-то, ну, такая солнечная энергетика. Вот хочется стать под эти лучики солнца и просто погреться. Такие люди очень гостеприимные, такие люди очень открытые, они имеют обычно много друзей. Она не исключение, эта женщина. К ней тянутся люди. Она очень светлый такой человечек, поэтому у нее и связи, у нее и друзья-приятели. У нее вот как-то вот со всеми людьми очень классные отношения. Она абсолютно не конфликтная, она терпеть не может конфликты, впрочем, как и вы. Потому что, да, бывает иногда человек взрывной, импульсивный, но на самом деле это как-то вот происходит, ну, просто, ну, непроизвольно, ну, потому что такой характер, да, и порой вы можете себя не контролировать, но на самом деле такой человек не всегда конфликтный. Вот выплеснул вот какой-то комочек энергии, да, и все. Это не значит, что вот если вспыльчивый человек, значит он скандалист. Нет. Ну, такой уж уродился. Поэтому эта женщина, она не про конфликты, она абсолютно не про высокомерие. Я думаю, кто-то из вас даже будет возвращаться мысленно, ну, рано или поздно к своим прежним вот женщинам, отношениям. И все равно волей-неволей вы будете как-то вспоминать, да, и сравнивать вот эту женщину и прежних. Вы будете диву даваться порой, как вы жили с теми, может быть, высокомерными дамами, да, там, конфликтными, которые пытались как-то унизить, оскорбить. Потому что эта женщина, она совершенно другая. Она настолько противоположная вот вашим прежним дамам, она настолько другая, вы порой, ну, будете диву даваться, я думаю. Вот будут у вас такие ситуации, где она будет показывать и свое отношение к вам. Потому что любовь и настоящие отношения – это всегда действия, поступки. Вы порой будете диву даваться от ее именно поступков, от того, что она будет делать в отношении вас, как она будет проявляться. Это может быть и забота, когда, к примеру, вы там заболели. Это может быть какая-то помощь, поддержка, когда у вас какая-то сложная ситуация, когда вы не в настроении, да? Потому что это так важно, вот именно поддержать друг друга в сложный какой-то момент. Даже вот просто банальный пример приведу. Ну, допустим, вот приходите домой без настроения, да? А дома ждет ваша любимая женщина, которая вас и расспросит, что случилось, да, может быть, тебе чем-то помочь. Она утешит, она успокоит, она поддержит. И такие женщины, наверное, сейчас уже большая редкость, к сожалению, да, потому что у всех в глазах доллары, у всех в глазах деньги, какая-то выгода. А вот такие чисто искренние, настоящие женщины, к сожалению, это уже как какой-то редкий такой алмаз. Поэтому, мои хорошие, оглянитесь вокруг, у кого резонирует этот расклад. Я вам, конечно же, всем желаю чисто, искренне большой любви. Ну и кому понравился сегодня расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!